Салат с желе из бобов мунг маш. Очень интересное блюдо сегодня готовим. Для этого нам потребуются бобы мунг маш. Мы берем их в объеме 400 грамм. Бобы могут продаваться как в оболочке, тогда не будет зеленого цвета, так и без оболочки, тогда они будут желтоватыми горошинами. А могут продаваться и в виде порошка белой пудры. Так обычно продают в корейских магазинах. Вот посмотрите, если вы раньше никогда не были знакомы с этими бобами, то сейчас есть возможность познакомиться с ними поближе. Вот они зелененькие с белой точкой. Мы должны промыть их в холодной воде 2-3 раза и затем залить холодной водой и оставить настаиваться на 7 часов летом и на 12 часов зимой. За это время бобы, они разбухнут, и, соответственно, оболочку будет легче с них снять. Поскольку я не смогла нигде поблизости купить их без оболочки, придется мне оболочку эту снимать, потому что если я не сниму оболочку, желе получится зеленовато-сероватого оттенка, а если сниму, то оно будет бело-голубовато-желтоватого оттенка, какой должно быть по историческим корейским рамкам. Вот, поэтому пришлось проделать весь вот этот нелегкий труд, который отнял много времени. Но оболочка была снята. Если какие-то мелкие горошины, из которых трудно было снять оболочку, останутся зелеными, уже не страшно. Главное, что основная масса будет у нас без оболочки. Итак, теперь мы должны это перемолоть в блендере. Данный момент при приготовлении данного желе не важно, сколько воды вы добавляете для перемолки. Так что не концентрируйтесь на пропорциях воды. Просто свободно добавляйте воду и перемалывайте то количество, которое позволяет ваш блендер. После этого нужно будет процедить то, что вы перемололи, чтобы твердый остаток отделить от жидкости. Поскольку наш блендер не для мелкой перемолки, мы перемалываем массу дважды. После первого раза перемалываем еще раз с некоторым количеством воды. Если ваш блендер для мелкой перемолки, то тогда можно сделать это и один раз. Помогаем себе деревянной ложкой, чтобы вода свободно проходила через сито. Как вы видите, у нас было установлено двойное сито. И затем нужно будет имеющийся вот этот твердый осадок, полученный, который останется на сите, его нужно будет отжать либо через какую-то чистую ткань, либо через несколько слоев сложенную марлю. То есть это позволит удалить всю имеющуюся жидкость, которая для нас важна. И вот этот твердый остаток, мы его не выбрасываем, из него можно приготовить блины, что мы с вами будем делать в следующем видео. Можно хранить это в холодильнике, но не более 2 дней. И, значит, мы получили воду с отжима. Мы отставляем ее на час или несколько часов, если у вас есть время, отстаиваться, чтобы она дала осадок. А твердый остаток мы оставляем на блины. Итак, по истечении указанного времени вы увидите осадок, над которым будет вода, которую надо слить. Но слить воду нужно будет очень аккуратно, чтобы не повредить осадок. Вот эта верхняя вода над осадком, она нам не нужна, мы от нее избавляемся. Что мы делаем с осадком? Мы заливаем его холодной водой, используем хорошую воду, и пропорция воды к осадку должна быть 5:1. Осадок за то время, пока вода стояла, он затвердеет, как это обычно бывает с крахмалом, и его нужно будет пошевелить, размешать и растворить его в залитой воде. Теперь мы переливаем это все в кастрюлю, в которой будем варить. И на малом огне все время помешивая, мы начинаем эту жидкость проваривать. Вы увидите, что через некоторое время, это произойдет очень быстро, она начнет сворачиваться и образовывать желейную массу. Это произойдет буквально в течение 5-7 минут. И как только она начнет попыхивать и из нее будет выходить воздух с пузыриками, то тогда ее надо снимать.
Как только увидите, что она зажелировалась, мы ее сразу закладываем в форму или контейнер. Учтите, что желе примет ту форму, в которую вы его положите. Затем мы должны будем разровнять массу, дать массе совершенно абсолютно остыть и потом уже поставить в холодильник на 1-2 часа для полного застывания. За это время мы подготовим овощи для салата, который мы сегодня делаем. Нам потребуется половина огурца, можно положить и огурец целиком. На имеющееся у нас количество желе из 400 граммов бобов мы нарезаем огурец вот таким образом. Нам не нужна водянистая середина. Мы срезаем кожуру, захватывая немного мякоти вокруг водянистой середины. Именно это мы и будем использовать. Вообще этот салат, в принципе, традиционно содержит вот эти ингредиенты, как огурец, который мы сейчас уже нарезаем тонкой соломкой, и белые кончики зеленого лука. Они должны быть достаточно большие, чтобы их было удобно нарезать. В данном случае я использую кончики зеленого лука всего 3 штуки. Но, как я сказала, можно положить побольше. Все зависит от того, просто вы любите много овощей в салате или менее. Теперь мы приготовим соус. Мы берем пол столовой ложки сахара. Затем мы берем пол столовой ложки обжаренных кунжутных семян и кунжутное масло 1 столовая ложка. Традиционно этот салат содержит только кунжутное масло и кунжутные семена, но мы добавляем также соевый соус 2 столовые ложки и молотый чеснок 3 дольки. Соус к этому салату идет тоже, как говорится, на любителя. Все хорошо перемешиваем. И по истечении указанного времени, когда желе полностью застыло, мы извлекаем его из формы и начинаем нарезать. Нарезаем его таким образом. Если для нас важна эстетика, мы подаем салат к столу, то, конечно, все должно быть красиво нарезано. Тогда мы удаляем все красивые неровные части и края тоже обрезаем. Это можно будет съесть уже тихо самому на кухне, а к столу мы подаем красиво. Теперь мы нарезаем желе кусочками и затем полосками. Но все зависит от того, конечно, какая форма у вас была получена. То есть в какую форму вы его заливали, это желе. Полоски какой ширины, длины, ну, главное, чтобы их удобно было есть. Вообще, это салат азиатский, ест азиатскими палочками, поэтому нарезаем такой толщины, чтобы их было удобно захватывать. Затем мы кладем все это в глубокую посуду и закладываем все ингредиенты. Нарезанные огурцы, зеленый лук и, соответственно, соус. Вот, как я и говорила, в современной кулинарии этот салат идет с разными соусами и с разными наполнением овощей. Так что если вы какие-то овощи любите, просто туда их смело добавляйте. Или у вас есть любимый соус, тоже смело добавляйте. Время тестинга. Это блюдо, оно в принципе само по себе диетическое, то есть в зависимости от того, каким вы его ингредиентами наполняете. То есть само желе по себе диетическое, а уже от того, будет ли оно далее диетическим, зависит от того, чем вы наполните салатик. Здесь показан традиционный вариант с немного измененным соусом. Посмотрите, какое желе получилось упругое, то есть такое, какое и должно было быть. Надеемся, вам было интересно. Оставляйте комментарии, лайкайте, подписывайтесь и до новых встреч. Приятного аппетита!